Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я покажу вам, как устанавливать программы QCA. Для начала нам нужно скачать релиз программы. Мы можем взять ссылку из описания к этому видео или, открыв любой отчет опубликованный и нажав на соответствующую ссылку в верхнем левом углу. Мы так и сделаем. У нас должен запуститься браузер, открыться страничка. Так, вот у нас открылось. Нажимаем на этот файл и нажимаем на кнопочку «Скачать». Все равно скачать. Так, файл пошел скачиваться. Итак, файл скачался. Так, открываем загрузки. Вот он. Показать в папке. Так, я его сразу перенесу в свою рабочую папку, которую я завел для установки этой программы, этих программ. Открываем архив, распаковываем его. Это тоже займет некоторое время. Готово. Зайдем в эту папку и посмотрим на ее содержимое. Прежде всего отметим, что здесь есть файл readme, который содержит инструкцию по установке на иврите, английском и русском. Можно кликнуть и сразу же перейти в соответствующий раздел на русском языке. Перейдем наверх на иврит. Так, мы здесь видим инструкции, ссылки на инструкции, а также инструкцию о том, как определить разрядность вашей операционной системы Windows. Я покажу, как это делается на моем компьютере. А вы можете открыть эту ссылку и посмотреть, как это делается у вас, если у вас другая версия Windows. Итак, смотрим, как это у меня на Windows 7. Идем в меню, панель управления, система. Видим, что это Windows 7, 64-разрядная операционная система. Поэтому мы должны брать программу из папки 64 бит. Так, далее мы видим два файла с логотипом компании. То есть вы можете просто заменить его на логотип своей компании. Сейчас здесь стоит логотип Leverage for Excel. Можем открыть его, посмотреть. И на подпись вашу тоже можете его заменить. Либо просто удалить, тогда их не будет в отчете. Также здесь содержится папка Report Examples, в которой для каждой из программ, входящих в релиз, содержатся примеры отчетов по некоторым условным дорогам. И здесь есть сами отчеты во внутреннем формате и их опубликованные версии в форматах Excel и PDF. Откроем PDF. Ну, один из них мы уже открывали в самом начале, когда нажимали вот эту ссылку на скачивание. Вот он. Увеличим. И что было? Нам нужен файл, у которого префикс doc, отчет. Вот он открылся. Я нажимаю Ctrl и кручу колесико мышки от себя, чтобы увеличить, или к себе, чтобы уменьшить. Точно так же это будет работать и в самой
программе. И то же самое для программ QCA Gollywood. Например, вот отчеты. Здесь много разных папок с разными параметрами вычисления отчета. Каждая папка — это определенный набор важных параметров. И также папки, в которых разные файлы с разметкой дороги немножко отличаются. Здесь папки, в которых разные дороги с условными номерами, для примера. И, наконец, переходим к самой папке с программой. Сейчас в этом релизе нет 32 бит, но также будет папка 32 бит для 32 разрядных систем. Открываем ее и видим, что здесь есть два файла: QCA Asphalt, QCA Gollywood. Именно их и нужно запускать, чтобы запустить программы QCA Asphalt и QCA Gollywood. Мы сейчас сделаем ярлычки для них, переименуем их просто в QCA Asphalt, уберем вот это .bat ярлык, и я перенесу их на свой рабочий стол, чтобы запускать их с рабочего стола. Готово. Запустим. Мы сейчас покажем первый запуск. Что делать дальше будет в отдельном видео. А здесь мы просто дойдем до того, что мы запустили программу. Первый раз это может занять несколько большее время, чем последующие разы. Поэтому просто ждем. Да, вот она запустилась. И что делать дальше будет в следующем видео. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.